Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Мы продолжаем наше путешествие в мир паранормального. В этом ролике мы посмотрим жуткие видео, на которых различные сущности были сняты на камеру. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Шкаф. Следующий ролик был найден на Reddit. Мужчина заснял свою племянницу на видео, когда она забралась в шкаф. Казалось бы, это должно было быть милое видео, но смотрите внимательно. А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? ¿Qué estás haciendo? Вы хотите кушать? María José, te estoy hablando. Эй! Кто ты? Сначала трудно заметить, но если посмотрев повторно, маленькая рука тянется из темного шкафа прямо к девочке. Зрители предполагали, что это могло быть существо, которое хотело что-то от этой маленькой девочки, а сам автор понятия не имеет, что ему удалось заснять. Так что же это на самом деле? Темная субстанция, дух или просто сбой в работе камеры? Преследование. В следующем видео Леонита, подросток из Чили, стал жертвой преследования кого-то или чего-то по ночам. Что-то будило его чуть ли не каждую ночь, а звуки, похожие на эхо, раздавались в его комнате. Когда Леонита рассказал об этом своим друзьям и семье, то они ему просто не поверили, думая, что он их разыгрывает. Однажды ночью он проснулся от странных звуков в своей комнате и включил камеру, чтобы снять доказательства для своих близких. Son las 3 de la mañana, hace 3-4 días fácil que no puedo dormir. Se escuchan ruido por toda la casa y no sé qué hacer. Yo no creo mucho esto, no me da miedo, pero no sé. Grabo a ver si encuentro... ¡La concha de su madre! ¡Ahí está! ¿Qué carajo anda ahí? Es la nena esa de mierda de vuelta. Yo me voy a la mierda. Вещи вдруг падают с тумбочки, пугая Леонида. Затем подросток слышит громкие стуки из ванной, прежде чем дверь медленно откроется. Он идет проверить, что это было, но не находит ничего паранормального. Леонида решает установить камеру наблюдения в своей комнате, чтобы разобраться в том, что же на самом деле преследует его. Несколько ночей спустя камера засняла нечто жуткое. Давайте посмотрим. Sos hijo de... Ой, тепленькая пошла. Дверь в ванную открывается. От этого Леонида просыпается. Когда парень заходит туда, занавеска шевелится, будто кто-то находится за ней. Но когда он ее открывает, то там никого нет. А когда автор выходит в комнату, то дверь открывается, но около нее снова никого нет. Эти события были только началом для Леонида. 3 de la mañana me vine a la casa del campo. Leí muchos comentarios que me recomendaban que me mude y me vine para acá para ver si el problema era yo. Pero parece que me sigue porque se escucha. Escuchando. Yo ya no, miedo ya no tengo. Y no hay nadie.
ropero, este es grandísimo, pero no, es increíble, pero parece que me sigue. La verdad, no. ¿Qué es eso? Ночью он просыпается от звука в шкафу, поэтому идет его проверить. Когда он его открывает, то ничего постороннего там не находит. Но странные события не перестают происходить. Мяч катится по комнате, а через мгновение предметы начинают падать с полки, один за другим, снова и снова. Уже следующей ночью он проснулся, как сам считает, от пришествия самого дьявола. Otra vez el demonio que me está molestando de vuelta. Aquí está. ¿Quién sos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No sos bienvenido, andate. Andate. Me tenés cansado, mostrate. No te voy a tener miedo. Andate de acá. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Леонита слышит странные звуки, которые доносятся из ванной комнаты, а ручка двери внезапно резко и агрессивно начинает двигаться. Сам автор говорит о том, что если внимательно прислушаться, то можно услышать, будто смеется маленький ребенок. Santificado sea tu nombre. Спустя несколько секунд дверь открывается, а в душе можно увидеть что-то белое непонятной формы. Сначала Леонита пугается, а когда решает заглянуть в ванную, то снова никого не находит. Спустя несколько ночей спокойного сна Леонита начинает слышать звуки из ванной комнаты. Son de nuevo las 3 de la mañana. Estuve durmiendo tranquilo estos días, pero ahora me despertaron de vuelta los ruidos. Me recomendaron que prenda la luz. Me voy a quedar callado. Mierda sos. Concha de su madre. ¡Déjame salir, hijo de puta! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Jesús! ¡Jesús! Но когда он входит в ванную, то уже через несколько секунд он оказывается закрыт в этой комнате. Сначала он не может выбраться, дергая дверную ручку, но спустя несколько секунд ему все же это удается. Как только Леонита выходит, он слышит стуки у входной двери. Открыв ее, он не обнаруживает никого. Вскоре можно услышать детский смех, звук которого слышен прямо за дверью ванной комнаты. На этом все еще не закончилось. В следующем ролике Леонита готовится ко сну и находится в ванной комнате, как вдруг слышит какой-то посторонний звук. 3 de la mañana, recién salgo de bañarme. Escucho silbidos desde el patio. Mientras me estaba bañando, escuchaba golpes de la ventana. Nunca me había pasado esto. Los silbidos nunca, la verdad. Todo tipo de ruidos, pero silbidos nunca. No sé qué hacer, pero ya fue. Ya fue, voy a salir a revisar. Voy a salir a revisar. A estas alturas yo ya no tengo miedo, la verdad.
Когда автор осматривает дом, он, сам того не замечая, документирует нечто пугающее. Обратите внимание на входную дверь. Вы можете увидеть бледное лицо через стекло. Леонита этого не видит и продолжает разбираться в том, что же тут происходит. Он выходит на улицу и видит, что вещи, которые сушатся, шевелятся неестественным образом. Когда он решает заснять снизу, то никого не обнаруживает. Спустя несколько ночей Леонита снимает то, что заставляет его нервничать еще сильнее. Son las 3 de la mañana de nuevo. Y esto es lo que yo, con lo que yo convivo desde hace meses. Con esto yo convivo hace meses. Siempre que grabo. Vos no sos Daniel. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Daniel se fue hace meses del país. Vos no sos Daniel. Si querés lastimarme, salí y lastimame ahora. Ya. Déjame de joder. Déjame de joder. Si no puedo vivir. Ya no puedo vivir así. Ya no puedo vivir así. Yo no tengo más miedo. No tengo más miedo. Así no puedo vivir. Así no puedo seguir. Он слышит голос своего друга из ванны, который просит о помощи. Но когда заходит туда, то там снова пусто. Через несколько секунд, когда Леонита осматривает свою квартиру и выходит на улицу, мы можем снова увидеть загадочную белую фигуру. Спустя время преследование начинает только усиливаться. Леонита просыпается от звука плача, который раздается около его дома. Vení para acá, mi hija mía. ¿Quién sos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Concha de su madre. Он решает выйти на улицу и снимает белую фигуру, которая, кажется, издает данные звуки. Через мгновение фигура перемещается на крышу дома. Она стоит неподвижно и смотрит, кажется, прямо на Леонита. Парень считает, что его преследует злобная темная сущность, которая пытается свести его с ума. Зрители писали Леонита о том, что это могла быть ведьма, которая заставляла его бояться и питалась страхом. Хочу услышать ваше мнение. Как вы считаете, что на самом деле преследует Леонита? Чулан. Один парень опубликовал на Reddit сообщение, в котором говорил, что всю жизнь он был скептиком, но данное видео бросило ему вызов. Жена прислала ему данное видео, когда находилась в состоянии шока. Давайте посмотрим. Мы видим, как дверь чулана открывается сама по себе. Собаки быстро реагируют на это. Пересмотрев видео несколько раз, мужчина также услышал неизвестный голос, который что-то говорил. Вскоре он пересмотрел множество видео, опубликованных в разных источниках, и понял, что нечто обитает в их доме. Он отметил, что обычно никто всерьез не задумывается о существовании паранормальных сил в доме, придумывая другие отговорки на этот счет. Теперь они с супругой думают о том, как им избавиться от этого нечто в собственном доме. Есть некие ужасы и немного юмора. То, что варим мы в том месте, лучше любого повара. Задумайте, выкинем то, что было у тебя вчера, подумая о том, что у мира есть другая сторона. Когда плохое настроение, рад, если ты еще не знал, как у нас есть телеграм-канал, брат не подписался, поиграл. Флаг, Steam на ночь, другие новости, легенды и мифистические истории. Ты в одном шаге, не делай уворот, будь как дома и стой у ворот. Подпишись на телеграм.
Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Подпишись на Телеграм. Ну и про YouTube тоже не забудьте. Кладбище. На юго-востоке Бразилии есть город, который называется Жоинвиль. Судя по городским легендам, кладбище, расположенное в городе, населено призраками. Группа исследователей отправляется прямо в это место, чтобы доказать или опровергнуть факт наличия там призраков. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Aqui do nada, a gente veio por ali, aí eu senti uma presença estranha aqui, entendeu? Ai! Galera, os mosquitos estão matando a gente aqui, velho. Tá preula, mano. Olha, tô tudo picado. A gente deixou a câmera bem no esquema aqui, porque nessa parte aqui, eu senti uma presença bem forte. Um negócio bem pra cá. Mano, o negócio passando lá. Peraí. Caralho, mano, que aquilo, Vinícius? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Chega aí. Mano, eu vi um bagulho passando daqui pra cá. Mano, será que tem alguém ali? Tem alguém aí? Te juro, Vinícius, mano, te juro. Eu não sei se era uma pessoa ou se era alguma coisa, cara. Mano. Eu vi, Vinícius, passando, cara. Ai, seu viado, eu pensei que era alguém que estava aqui do nada. Te juro, Vinícius, passou pra cá, mano. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Galera, eu não tô brincando, eu vi alguma coisa passando. Eu pensei que até que era alguém, esses caras que vêm do cemitério à noite. Gótico. Você não viu? Você não viu, você estava de costas, eu acho. Когда мужчины только начинают исследование кладбища, они замечают темную фигуру, которая проходит между могил. Они пытаются выяснить, что это было, но никого больше не находят. Многие скептики, посмотрев это видео, утверждали, что это похоже на компьютерную графику. Другая часть зрителей писала, что это может быть потерянная душа, которая не осталась в мире живых, но по какой-то причине еще не может перейти в мир мертвых. А что вы думаете об этом видео? Пишите в комментариях. Пациенты. Следующее видео с японского канала охотников за привидениями, которые решают посетить заброшенную больницу. По слухам, здесь обитают пациенты, которые не смогли уйти в мир мертвых по какой-то причине. Они заходят в больницу и начинают исследование. Давайте посмотрим. ほらあれかお何の音おーしお何Спустя уже несколько минут они слышат странные звуки и замечают какую-то паранормальную энергию. Просмотрев отснятый материал, группа обнаруживает призрачную руку в одной из комнат. Чем дальше они продвигаются, тем более жуткие события начинают происходить. Охотники за привидениями поднимаются на этаж выше и снимают что-то паранормальное. Ты призрак? Да, меня убили, и мой дух бродит по земле. Когда фонарик ненадолго падает на дверной проем, можно увидеть призрачную женскую фигуру буквально на мгновение. Многие полагают, что команда засняла реального призрака. А вы как считаете? Они не одни. В следующем видео, как утверждают его авторы, был задокументирован факт присутствия полтергейста в доме. Посмотрим вместе.
Когда женщина пылесосит, ваза силой падает с тумбочки, а уже через несколько секунд предмет на столе начинает шевелиться, в конце концов падая с него. Можно услышать очень эмоциональную реакцию от авторов видео, которые поражены происходящим. Зрители, которые посмотрели этот ролик, говорили, что такие сюжеты легко подделать, а сами авторы сделали это ради просмотра. Переезд. Следующее видео было найдено на YouTube. Дина с семьей переехал в новый дом, предварительно убедившись в том, что у него нет темной истории. Ранее его уже преследовали духи в доме, в котором он жил раньше. Он обратил внимание на то, что каждый предмет внутри дома был совершенно новым и думал, что здесь будет безопасно. Но похоже, он ошибался. Одной ночью Дина был один в доме и услышал звуки, поэтому решил снять все на телефон. Когда он выходит из спальни, то пытается выяснить, не проник ли кто-то к нему в дом. Однако он сталкивается с необъяснимыми событиями. Hello? Ooh. Сначала коробки, которые находятся в коридоре, начинают шевелиться, а затем он слышит какие-то стуки. Звуки не прекращаются, поэтому Дина решает осмотреть дом. Hello? Hello? No. Hello? Hello? What the fuck? Hello? What do you want? What the fuck?
Dirt! Store is closed. Bitch, why are these all up? God damn it. Ooh, no. Come on. No, not again. The fuck do you want from me? For the love of God, leave my house. Leave me alone! Снимая лестницу, он замечает чью-то тень. Затем автор заходит в каждую комнату, чтобы найти того, кто был источником этой тени. Тщательный поиск, несмотря на все усилия, не приводит к желаемому результату. Он не находит никаких следов какого-либо присутствия внутри дома. Вскоре после этого дверь начинает резко открываться и закрываться, что еще раз убеждает Дина в том, что некая сущность обитает в его доме. Возможно, сущность привязана к нему, и автору никогда не избавиться от паранормального присутствия. Сущность. Следующее видео было найдено на YouTube. По словам автора, камера наблюдения засняла призрака в их доме. Давайте посмотрим. На кадрах можно заметить нечеткую фигуру рядом с дверью. Как утверждает автор, на протяжении 4 часов можно было наблюдать эту паранормальную сущность. Ютубер говорит, что они покинули этот дом сразу после того, как посмотрели это видео. Субстанция. Следующее видео снял охранник, который видел много кошмаров, работая в ночную смену. Посмотрите, на одной из записей камер видеонаблюдения можно увидеть непонятные формы субстанцию. Мужчина считает, что это был призрак женщины, с которой он уже сталкивался в этом здании. Зрители говорили, что этот призрак выглядит слишком реалистично, а видео может быть простой мистификацией. Другая часть зрителей убеждена, что в ночное время можно увидеть множество паранормального. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также, если вы хотите больше контента, то советую подписаться на наш телеграм-канал и наше сообщество ВК. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Okay, you got some good reflexes. What the fuck? I'm the ghost of Timothy James. And if you don't leave... Leave? Nah. So how'd you die? Invited this girl... City Night.